Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный салат, который понравится каждому за праздничным столом. Необычное исполнение, но вкус просто обалденный. Ну и для начала берем шампиньоны, примерно 10 штук, и стараемся их нарезать на кубики средних размеров. После шампиньонов нам понадобится одна луковица, ее тоже нужно будет нарезать на небольшие кубики. Ну а после этого лук и грибы обжариваем на сковородке до полной готовности самым любимым вашим способом. Во время обжарки не забудьте добавить специи. Ну и после того, как вы лук и грибы уже обжарили, их нужно оставить в сторонку до полного остывания. Затем мы берем копченое куриное мясо. У меня сегодня будет копченая куриная грудка. И ее нужно будет постараться нарезать на маленькие кубики. Чем меньше кубики, тем будет лучше. Нарезанное мясо отставляем в сторонку. Берем в глубокую тарелку и 2 малосольных огурчика, которых нужно будет натереть на крупной терке. Затем в эту же тарелку, в которую вы натирали огурцы, отправляем полностью все измельченное куриное мясо. Берем ложку либо же вилку и очень хорошо куриное мясо вместе с огурцами перемешиваем. Собирать сегодняшний салат будем в любой тарелке по вашему желанию. У меня будет вот такая вот круглая. Салат будет слоеный, но без салатного кольца. На дно тарелки делаем сетку из майонеза. И на первый слой мы отправляем полностью все нарезанное куриное мясо, перемешанное с огурцами. После того, как вы хорошо все выровняли, мясо с огурцами накрываем сеткой с майонезом. Затем опять-таки в отдельную тарелку нужно будет натереть 100 грамм твердого сыра, любого по вашему вкусу. У меня сегодня моцарелла. Ну и полностью весь натертый сыр отправляем наверх на мясо на следующий слой. Постарайтесь сыр распределить равномерным слоем, не слишком сильно его утрамбовывайте. Дальше слой из сыра нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Следующий слой будет самый необычный. Нам понадобится 3 куриных яйца, заранее отваренных вкрутую. Их нужно будет разделить на желтки и белки. Желтки отправляем в тарелку к обжаренным грибам. Берем вилку и вначале желтки нужно будет хорошо вот так вот размять. Ну а затем полностью все грибы нужно будет хорошо перемешать с желтками. Чтобы этот слой было легче и удобнее наносить, в эту же тарелку нужно добавить примерно 1 столовую ложку майонеза и затем очень хорошо все перемешать. Ну а дальше полностью все, что вы перемешивали, нужно будет отправить наверх на сыр, и это у вас будет следующий слой. Этот слой из грибов лучше всего будет выравнивать ложкой. Постарайтесь его красиво равномерно распределить полностью по всей верхушке сыра. И еще этот слой сеткой из майонеза нам накрывать не нужно. Ну вот примерно как-то так у вас этот слой должен будет получиться. Далее нам понадобится 2 отваренные морковки небольших размеров, и их нужно будет натереть на мелкой терке. Натертую морковку нам нужно будет отправить наверх на следующий слой. Когда будете выравнивать, постарайтесь так, чтобы морковка покрыла полностью все грибы. Этот слой из морковки нам нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Затем берем белки, которые у нас остались, и их полностью все нужно будет натереть на мелкой терке. Ну и конечно же, перед тем, как мы будем наносить завершающий слой из белков, на морковку наверх нужно будет сделать сетку из майонеза. Полностью все белки распределяем последним слоем. Старайтесь сделать так, чтобы белки закрыли полностью всю морковку. Ну а если где-то вы морковку не прикроете, ничего страшного, яйца доваривать не нужно. В самом конце наш салат остается только украсить. По кругу салата я сделал вот такое вот небольшое кольцо из укропа. Так как салат мы готовим к Новому году, он будет похож на елку. Ну и так как королева должна иметь красивое украшение, полностью весь салат мы будем посыпать зернами граната. Получается как будто бы изумруды. На этом приготовление салатика подошло к концу. Салат получился необычный, но очень вкусный. В новогоднюю ночь это будет салат воистину королевским. Так что если вам понравился салат, обязательно поделитесь роликом с друзьями. Приготовьте его в новогоднюю ночь, я уверен, вы не пожалеете. Оставляйте комментарии с мнением об этом салате. Пишите рецепты своих любимых новогодних салатов. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!